собрал вот такой вездеход. Назвал Умка. Это не первый мой вездеход. До этого был чуть попроще. Его я продал. Чуток добавил и собрал вот этот. По времени я его собирал порядка 4 месяцев. Ушло у меня на него 600, чуть больше. Больше уже не считаю. Ну, как у многих вездеходов, ну, по крайней мере, типа лесника. Мосты УАЗ, колхоз, двигатель жигулевский с коробкой, тоже жигулевской, переднеприводной, дифференциал заваренный, стоит пара 5.1. Тут у меня спереди подвеска, задняя стойка, четырка, плюс амортизатор жигулевский и сама подвеска фуллинг, так называемая. Рулевое гидрообъемное. Рама профиль 60/60, каркас профиль 20/20 в основном. Кузов композит. Это композитный материал, алюминий с пластиком. Очень хороший материал, мне очень понравилось с ним работать. Красить не надо и вообще как бы хороший материал. Если следующее буду строить, как бы только из него. Собирал я вездеход для покатушек, для выезда в лес. Не охотник, не рыбак, поэтому багажник не очень большой. Сзади стоят сиденья. Так, вот такие складные сиденья. Кузов обшит, утеплен экструдией и обшит Оксфордом 600. Тоже материал очень хороший. Влагу не впитывает, моется. Как бы очень хороший и тоже приятно работать. Тут панель от четырки. Ну, я покупал четырку. Вот из нее собрал панель от четырки. Рулевая колонка тоже от четырки. Здесь камера заднего вида, экран. Здесь навигатор, планшет. Сиденья складываются. Ну, такой багажник как бы не очень большой. Ну, нам в принципе хватает. Здесь вот у нас рундуки. У него умещается 4 спальника. Внизу стоит фен дизельный. Вот там под спальниками
простой китайский как бы вполне устраивает. Здесь получается сушилка. Здесь еще один рундук. Тоже там очень вместительный, там много всяких штук лежит. Ничего тут зато по салону не валяется. Очень хорошо с рундуками. Так, двигатель, инжектор. Вентиляторы, радиаторы, вентиляторы от Шевика. Как бы вполне хватает. Здесь вот такие подножки. Ну и там типа поплавков. Можно топливо еще с запасом, так, если далеко ехать, топливо в запас брать. Ну, расход вообще, как сказать, можно сказать, он его бензин не жрет. Так, нюхает. Бак Волга на 75 литров. Тоже уместил его в багажник. Тут и поднимается. Там тоже он шланги, ключ, баллонник, крестовина всякая лежит. Все, ничего не болтается. Там вот воду возим, 20-ка туда плоская, влазит вообще хорошо, замечательно. Решетка радиатора вот разделена на две половины, то есть вот перегородка, сюда холодный воздух заходит, здесь горячий выходит, и поэтому там можно сапоги, вещи какие-то подсушить, очень хорошо высушивает. Колеса Forester 1370 на 600. Это изготовитель лесника сделал свою резину. Мне резина очень нравится. Как бы по болотам нормально походили. Идет вообще без проблем. Ну, конечно, на ковровом болоте надо сдуваться. Идет хорошо вообще. Диски у меня самодельные. Ну, следующее тоже, наверное, буду покупать в Вологде. Как бы и по времени, и по качеству. Но я так решил, что лучше уже довериться профессионалам своего дела. Так, ну что, маленько прокатимся. Еще на создание вездехода меня надоумил брат. Как-то сидим у меня в доме, в подвале, чай пьем. Я рассказываю, что собираюсь делать прицеп для УАЗика.
хороший, легкий, чтобы можно было везде его катать. Мне брательник говорит: так сделай вездеход. Ну вот, как, конечно, как обычно, недели 2, 3, 4 не спал, думал, чертил. Ну вот сделал. Ну, первый сделал, конечно, продал. Этот я начал делать в Новый год. Где-то в марте. В начале марта выехал первый раз. Ну, потом еще доработки. Утепление салона, обшивка салона тоже много времени занимает. Там вот еще у нас защита стоит, то есть чтобы в ремень ничего не летело. То есть двигатель внизу защита стоит. Так что вот так вот. Здесь вот еще тяга стоит на мосту, чтоб рессоры не изгибало, когда при трогании, когда буксуешь, как бы очень хорошо справляются. Рессоры Волга усилил. Ну, следующее, если буду делать, то буду на УАЗовских, наверное, рессорах. Волга все равно слабоватая. Грязь у нас все высохла, так что бессмысленно грязь искать, пока причем может. Ну, как меня устраивает, что у нас. Тут получается спальное место. Ну, как бы мы четвером спали. Комфортно, нормально, выспаться можно. В лесу, не дома. Получается спальное место 1,90 м на 2,10 м. Есть фанера. Все разлаживается. Как бы хорошо, комфортно. В лесу только об этом можно мечтать.